Привет! Наверняка многие видели ролики про подкормку дрожжами и золой. Они ведь собирают миллионы просмотров. Но сегодня мы не будем просто повторять рецепт. Мы устроим полный научный разбор. Почему это вообще работает, какая химия на самом деле происходит в банке, и самое главное, я раскрою тот самый секретный ингредиент, который удваивает всю эффективность этого метода. Итак, знакомая картина, да? У одних помидоры просто ломятся от урожая, а у других, в лучшем случае, пара-тройка плодов. В чем же дело? А дело, как правило, в самом старте, в здоровье рассады. Крепкий старт– это уже половина победы. Давайте начнем с дрожжей. И это, конечно, не просто какой-то порошок для пирогов. Нет, это целая армия живых микроорганизмов, грибков вида Saccharomyces cerevisiae. И как только они попадают в теплую водичку с сахаром, они просыпаются, начинают активно жить, размножаться и, скажем так, работать на благо нашей рассады. Самое главное, что выделяют дрожжи, это так называемые ауксины. Говоря простым языком, это природные гормоны роста. Именно они, по сути, дают корням команду расти быстрее, ветвись активнее, захватывай пространство. В результате корневая система развивается куда мощнее, становится гуще и сильнее. Но и это еще не все. Дрожжи– это, по сути, настоящий питательный коктейль. Там есть витамины группы В. Например, В1– тиамин. Он как энергетик, превращает сахар в энергию для роста. Фолиевая кислота, В9, нужна для деления клеток. А рассаде ведь нужно делиться миллионы раз в день. Плюс к этому больше 50 аминокислот, то есть готовые кирпичики для строительства растения. Ну и, конечно, микроэлементы в доступной форме. Хорошо, теперь переходим ко второму нашему герою, к древесной золе. И это, поверьте, не просто отходы от костра. Это настоящий химический реактор, природный концентрат почти 30 элементов из таблицы Менделеева. Все то, что дерево копило годами, теперь доступно нашим растениям. Просто посмотрите на этот состав. До 40% кальция. Он строит крепкие клеточные стенки, делает стебли прочными, как каркас. Почти 30% калия. Он отвечает за водный баланс, за устойчивость к засухе. Ну и, конечно, фосфор, магний и куча других микроэлементов в легко усвояемой форме. И вот тут, внимание, это супер важный момент. Используем золу только от сжигания чистой древесины. Ветки, поленья, шишки, вот это все подходит. А вот зола от мусора, пластика, каких-то крашеных досок– это яд. Там содержатся тяжелые металлы, которые отравят и почву, и ваши растения. Так, а теперь самое интересное. Что же за магия происходит, когда мы все это смешиваем? А происходит вот что. В самой обычной банке мы запускаем сложный химический и биологический процесс. Мы, по сути, создаем настоящий живой биореактор. Весь процесс идет в 3 этапа. Сначала активация. Теплая вода и сахар будет наши дрожжи. Дальше начинается брожение. Дрожжи едят сахар, а зола в это время растворяется, высвобождая все свои минералы. Появляются пузырьки. Это верный знак, что процесс пошел. И вот через 2-4 часа кульминация, пик активности. Популяция дрожжей достигает максимума, и в раствор выплескивается огромное количество тех самых гормонов роста, витаминов и ферментов. А вот и сам рецепт. И тут важна точность. Берем литр теплой воды, именно 35-40 градусов, не кипяток. Добавляем 5 граммов свежих дрожжей, чайную ложку сахара и столовую ложку золы. Хорошенько все перемешиваем и оставляем постоять часа на 2, может 4. И вот сейчас самый важный шаг, который ни в коем случае нельзя пропускать. Перед поливом этот концентрат мы обязательно разбавляем водой. Пропорция 1 к 10. Под каждый росток льем примерно 50 мл уже готового раствора. И что мы увидим в итоге? Уже дней через 10-14 разница будет просто колоссальная. Стебелек был тонкий, как ниточка, а станет толстый, как карандаш. Бледные хилые листочки станут темно-зелеными, насыщенными, а слабая корневая система превратится в такой мощный ком, который будет плотно держать всю землю в стаканчике. Но давайте будем объективны. У этого метода, конечно, есть и плюсы, и минусы. Да, он супер дешевый, быстрый и отлично оживляет почвенную микрофлору. Но это не комплексное удобрение, в нем почти нет азота, использовать его слишком часто нельзя, плюс он может немного менять кислотность почвы, так что для растений, которые любят кисленькое, он не очень подходит. Очень многие пробовали этот метод и говорили, не работает. Так почему? Обычно причина кроется в одних и тех же типичных ошибках, которые просто сводят на нет все наши усилия. Давайте их разберем.
Итак, ошибка номер 1. Слишком горячая вода. Все, что выше 45 градусов, просто сварит наши дрожжи. Вторая — пропустить разбавление. Концентрированный раствор вызовет астматический стресс. Это как если бы человек начал пить морскую воду. Она не утоляет жажду, а наоборот вытягивает влагу из организма. То же самое происходит и с корнями. Третья ошибка — слишком частый полив, который нарушает баланс в почве. Четвертая — поливать по листьям, это провоцирует грибки. Ну и пятое — ждать чуда. Это мощный стимулятор, да, но он не заменит хороший свет и правильный уход. Ну а теперь, как я и обещал, вишенка на торте. Тот самый секретный ингредиент. Маленькое, но очень важное дополнение, которое выводит наш биококтейль на совершенно новый уровень. Так как же сделать этот состав, ну скажем, вдвое мощнее, что может так кардинально улучшить и без того рабочую формулу? А все гениальное просто. Это обычная дробленная яичная скорлупа. Да-да, именно она. То, что мы обычно просто выбрасываем. Почему это так круто работает? Смотрите, какая химия получается. Дрожжи в процессе своей жизнедеятельности очень любят покушать калий из золы. А яичная скорлупа, которую мы добавляем, всего 1 чайную ложку, восполняет баланс, добавляя в раствор легко доступный кальций. В итоге мы получаем идеальное соотношение калия и кальция. А это, в свою очередь, приводит к формированию просто невероятно мощной корневой системы. И как результат, рассада после пересадки приживается не 2 недели, а всего за 3 дня, представляете? Итак, вот она, наша ультимативная формула. Дрожжи плюс зола плюс яичная скорлупа. Все вместе это создает мощнейший и при этом практически бесплатный биостимулятор, который дает просто фантастические результаты. И в заключении давайте зададим себе вопрос. Так что же это? Какая-то волшебная таблетка для растений или все-таки мощный инструмент в большой системе ухода? Ответ, я думаю, очевиден. Это не панацея, а прекрасный помощник, который отлично работает в комплексе с достаточным светом, правильным поливом и хорошим грунтом. Используйте его с умом, и богатый урожай точно не заставит себя ждать.